Всем привет, друзья, коллеги, мотоблочники, трактористы. Сегодня будем сажать картошку мотоблоком с картофелесажалкой. Наперед забегая, скажу, что я переделал бункер для удобрений. И о нем немножко сейчас вам расскажу. Вот старый бункер, тот, что у меня стоял. Я ее снял, разобрал, немножко обрезал. Посмотрите, как взяла ржавчина. Вот даже на подшипник немного попало. Такой вал. Ну и вот так вот в середине самого бункера, там где крутится вал, крутился вернее. В общем, друзья, когда я делал этот бункер для высева удобрений, я не знал, что минеральные удобрения настолько агрессивны к металлу. Уже потом, когда посадил картошку, мне начали писать комментарии. Ну, я вам скажу, что на зиму я смазал, вернее, промыл все водой и смазал. Там и на цепь немножко было попадало. Это нитроамофоска, вот. И бункер все вымыл и смазал. И вот посмотрите все равно какой результат. То есть ржавчина, коррозия пошла. В общем, еще в том году после посадки картошки я сказал себе, что буду переделывать, буду устанавливать пластиковый заводской механизм. Значит, заказал я высевной механизм у Виталия Бойчука, интернет-магазин «Заря». Ссылочка будет под видео. Еще все его знают как магазин «Планета Залезяка». Я уже установил, немножко испробовал, как оно регулируется, как оно сыпет удобрения. Очень все хорошо, очень мне нравится. Значит, друзья, сам процесс, как я все переделал, я вам не снимал, так как времени очень мало было. Работал почти до часу ночи, чтобы все успеть, потому что и дожди передают, и праздники, и так далее. В общем, нужно было сделать и высаживать уже картошку. Так, ну вот он, друзья, такой общий вид. Значит, бункер, видите, то, что был у меня, немножко я обрезал и переделал под этот механизм. Вот он, видно, барабан с лопатками, который регулируется. Регулируется сама норма высева удобрений. Значит, что в комплекте шло? Рукоять регулировки, значит, сам барабан и вот такой вот белый пластиковый корпус, в котором крутится барабан. Вал, зажимные винты, вот такие с хомутами, ну и подшипник с корпусом и звездочкой. И вот такой вот вал, на котором все держалось. Ну, вал я тут решил заменить, так как он такого себе качества. В общем, это не проблема. Основное, друзья, вот этот вот механизм. Запитал я его от вала сажалки, звездочка велосипедная задняя, цепь тоже велосипедный. Вот так вот приварил к бункеру кронштейн. Можно было, конечно, не запитывать от вала самой картофелесажалки, а запитать от старого вала. Вот тут вот у меня стоял звезда. Но, друзья, очень сильно далеко от бункера сам вал стоит. То есть ближе я не могу, так как упирается пластиковый корпус. И, естественно, сама звездочка не достает к цепи. Ну и, в общем, пришлось сделать вот такую вот конструкцию. От пластикового белого такого вот корпуса не было лейки, куда надевается шланг. Почему-то в комплекте или так должно быть. В общем, взял с канистры на 4 саморезика. На само горлышко одел трубу резиновую с хомутиком. А другой конец резинового шланга вывел вот так вот, друзья, под подающий
механизм. Можно было, конечно, этот шланг резиновый, он такой гибкий, вывести сюда прямо в наравливатель. Вот, место для него даже есть. Но, друзья, дело в том, что при таком способе картошка будет потом ложиться прямо на удобрение. А я хочу сделать, чтобы сначала картошка падала, а уже сверху там, может быть, чуть-чуть присыпется землей, чтобы удобрение было поверху. Посмотрим, конечно, как оно будет получаться. Ну, вот такой вот вариант. Позади, я думаю, как бы будет лучше. Ну а теперь давайте покажу, как все движется и как регулируется высев. После того, как мы отрегулировали высев, друзья, вот этот вот болт звездочки нужно затянуть, чтобы передать крутящий момент от звездочки на вал. Еще хотел сделать натяжитель для вот этой вот маленькой цепи. А потом подумал и решил не делать, а просто натягивать цепь, откручивая вот этот вот основной подшипник копалки и подкладывая под него шайбы. И таким образом вал опускается и натягивается цепь. На той же цепи есть у нас автоматическая натяжка в качестве пружин. Ну и, друзья, по поводу самой нормы высева. Значит, я настрою свою копалку с помощью вот таких вот кухонных весов на норму высева на 1 метр 45 грамм. 40, ну приблизительно 40 грамм. Значит, откуда я взял такую информацию? Рекомендуют в лунку, если сыпать удобрения просто в лунку, а не рассыпать по всему огороду, то вот в лунку нужно 2 чайные ложки. 2 чайные ложки это 10 грамм. Значит, за один оборот колеса картофелесажалка проезжает у меня 1,10 сантиметров. На это расстояние у меня ложится приблизительно 5 штук картошки, 5 картошин. Ну и посчитайте на каждую картошку по 10 грамм, то есть получается 50 грамм. Ну, в принципе, я не хочу там чего-то переборщить. Лучше не доборщить, чем переборщить. То есть будем пробовать, как оно получаться, конечно, будет. Может, это и много будет. В общем, все покажет практика и тестирование. Ну а теперь, друзья, что? Берем удобрение, берем картошку и поехали испытывать и сажать. Скільки тобі? Ну, не дуже.
Ну, в общем, вот так, друзья. Посадили, значит, мы 24 рядка по 40 метров. Получается, я походил, померил. Это, опять же таки, 7 соток, как в прошлом году. Многие спрашивают меня, ты картошку на одном месте садишь? Ну, получается, у меня, друзья, середина, получается, постоянно картошка. А вот края я смещаю. То есть один год сюда, другой год туда. А вот именно посередине, получается, постоянно картофель. Значит, по удобрению. Покупал я 5 килограмм. 5 килограмм хватило ровно наполовину. То есть на там, около 12 рядков. Посчитал я, прикинул, это, значит, на сотку получилось кило 400 нитроамофоски. Высевной аппарат понравился, очень классно работает, можно подстроить идеально, то есть на любую норму высева. Значит, по урожайности картофеля будем смотреть, получается теперь опять же таки как эксперимент, половина с минеральным удобрением, вторая половина без удобрения. В общем, друзья, если я все сделал правильно, то на нашу площадь картошки, на вот эти вот 7 соток, нужно 10 килограмм нитроамофоски. Вот такие итоги. Ну и на этом все, друзья. Работаем, отдыхая. С вами был Юрий Сербин. Пока-пока. Увидимся.